Девочки, всем здравствуйте! Вот сегодня я в группе выставляла вот этих вот куколок. Вот решила показать на третьей куколке, как это шьется. Может быть, кто-то захочет сделать. Вот. Так, я, значит, нарисовала из картона вот такую вот выкройку. Ну, та, по которой были эти куколки выкроены, естественно, уже куда-то потерялась. Это я сделала новую, чтобы показать вам сейчас. Вот такая вот выкройка, простая. Вот. Так, отодвигаем. Но это вот то, что было у меня из заготовок. Не стала я что-то там покрасивше делать. Сделаете сами покрасивше. А я вот из того, что есть, вам покажу. Вот у меня вот эти вот ручки уже набитые, готовые. И вот такие вот ножки. Вот, вот они. Вот ножка. Вот ручка. Выкраиваем, застрачиваем, набиваем. Ну, ничего сложного. Вот. Также вот эту штучку выворачиваем. Вот это туловище. Такое вот оно простецкое. Такая вот получается непонятно, горка какая-то с виду. Но потом будет все красиво. Потом получится вот такая вот красивучая кукляшка. Значит, набиваем, пришиваем ножки и зашиваем отверстие, через которое будет набиваться. Так, сейчас этот процесс сделаю за кадром и вернусь. Вот такая вот, девчонки, получилась заготовка. Вот через это отверстие я набила. Сейчас я его зашью вручную. И будем с вами дальше делать. Так, вот я зашила все. Вот из этой тканюшечки мы сделаем платьишко. Сейчас мы пока просто примеримся. Так, платьишко. Вот у нас будет. Сейчас под низ положу. Шитье по низу. Так, из этого же у нас будут рукавчики. Так, рукавчики тоже будут шитьем. Ну и вот у меня было приготовлено вот на платочек. Вот это, я думаю, под синий прям подходит. На фартук тоже я сделаю из этой ткани фартук. Но фартук, наверное, какой-нибудь вот тесьмой нужно будет отделать. Это у меня от ткани я отрезала по рисунку. Вот, наверное, я как-то пришью. Вот так. Чтобы было поярче, покрасивше. Ну и головку тоже украсим. Вот, ну, наверное, последний штрих. И хватит. А то от него ничего не останется. Весь изрежу. Вот. И сейчас я буду пришивать тесьму. Днем сегодня я все это делала вручную. Сейчас я по-быстренькому на машинке прострочу. Так, девочки, вот все я пристрочила. Слегка отутюжила. И вот хочу показать снутри вот этот вот шовчик. Я вот так придумала сразу прятать и в одну строчку. Очень мне понравился этот способ. Вот, сейчас покажу, как я это делаю. Вот, например, краешек. Вот так беру, складываю. Здесь слегка подворачиваю. И еще раз. Вот. И вот так строчу сразу. Строчу здесь строчку одну. И все. И потом вот это вот разглаживаю. И получается... Ой, здесь все чистенько. И с этой стороны. Все закрыто. Никаких махрушек. И всего лишь одной строчкой. Без зигзага, без обработки. Потом поверху вручную вот прокладываем строчечку такой иголкой.
Все это затягиваем на куколке. Вот такой вот примитив у нас получится. Ну, голова лучше, чтобы немножко вот подлиннее была. Я на первой куколке сделала, наверное, где-то вот так. Маловато получилась головка. Не очень удобно было потом платок приделывать. Поэтому оставьте вот так побольше. Вот чуть-чуть ножки, голова. Так как-то вот более гармонично получается. И затягиваем, чтобы никуда не уползло. Вот здесь прям за саму куколку, за шейку можно прихватить. Немножко уползает у меня все, потому что я никогда не снимала. Делаю это первый раз, еще у меня никакой сноровки нет. Вот. Наверное, даже слышно, как я от усердия носом пыхтю. Стараюсь показать для девочек. Так. И затягиваем узелочек. Вот так пришили платьишко. Вот там у нас все замечательно. Все, что было некрасиво, все спряталось. Далее будем делать рукава. Девочки, для рукавов мы всю ту же самую операцию, что мы делали с основным вот этим вот платьишком на туловище, мы делаем то же самое с рукавчиками. Также пришиваем. Вот как я делаю это, я уже вот вам показала. Очень рекомендую этот способ. Кто не пользовался, попробуйте. Вот так вот раз. И сразу делаем одну строчку, а потом разглаживаем. И одной строчкой сразу убиваем двух зайцев. Не обрабатывать не надо, ничего. Очень красиво вот получается с той стороны. Посмотрите, как красиво. Все уже обработано. Ничего. Так что прям рекомендую. Вот, так что то же самое делаем с рукавчиками. Пришиваем. Девочки, вот все я пришила, прострочила. Застрочила вот такие вот цилиндрики. Теперь поверху опять вручную прокладываем такую вот строчку. Берем уже подготовленную ручку и просто ее вот так вот подкладываем внутрь. Затягиваем вот здесь. Опять просто зашиваем. Сразу хочу сказать, что я никакой там не профессиональный кукольник. Просто в свое время мне очень это было интересно, очень хотелось сделать. Ну, я по-своему вот так вот увижу что-нибудь в интернете, что мне очень сильно понравится. И вот пыталась повторить так, как я придумала. Поэтому прошу меня строго не судить, если я что-то делаю не так. Я знаю, там как-то и на пуговицы пришивают, и более такими способами правильными, скажем. Но у меня вот все элементарно. Вот так вот вшили ручку, закрепили, и сюда же, к этой же линии, я ее буду пришивать. Ну вот, девочки, я пришила ручки. Вот так это выглядит. Вот. Прямо к этой же вот линии. Так, теперь, ну вот у этих куколок у меня, видите, на головке шитье тоже. Ну что-то вот у этой как-то, мне кажется, то, что платочек вот такой будет невзрачный, как-то мне не хочется ей одно вот это шитье. Не знаю, как это будет выглядеть. Может быть и нормально. Или же, может быть, ей какой-то покрасивший сделать наряд головной убор.
Даже не знаю. Ну ладно, наверное, все-таки шитье, потому что они мне никакие тут не царевны, не боярыни, а просто обычные деревенские бабулечки или девочки, кто они у меня, сама не знаю. Наверное, все-таки шитье. Значит, берем и вот так вот просто оборачиваем и с той стороны пришиваем прямо к голове. Девочки, еще хочу показать вот такой момент. Когда я одеваю платок на куклу, я его вот здесь вот прихватываю немножко в районе шеи, чтобы он никуда не уползал. Ну и его легче так сделать, как нужно. Вот так вот укладываю. И потом тоже пришью. Здесь, правда, я неудачно ткань подобрала, она толстовата. Но уже что есть. Так. Ничего здесь завязывать я не буду, потому что там и не завяжешь. Вот, уложила. И сейчас как-нибудь попытаюсь закрепить. Естественно, чтобы это было незаметно. И здесь тоже вместо узелка я здесь просто зашиваю. Зато это гарантия, что никуда это не уползет. Все это, даже если ребенок возьмет, поиграется, все это останется на месте. Странно как-то прозвучало. Даже ребенок, если возьмет, поиграется. Ну, как бы вроде как для детишек и делается, ну, чтобы на дольше поиграться хватило. Вот. Ну вот так. Оно не видно, но зато это все. Зато все это на месте. Так, осталось совсем ничего. Близимся уже к завершению. Так, рукавчики можно оставить вот так. Можно вот так подсобрать. И прям вот в эти дырочки в шитье вставляла и немножко затягивала. Если хочется, чтобы фонариком было. Ну, вот этим я и одной, и второй так сделала. Вот. Не знаю, наверное. Но эти пусть, наверное, прямые будут. Должны же они все-таки разные быть. Так, ну и осталось у нас расшить личико. Так, сейчас я найду коричневую ниточку мулине. Отделю там 2 ниточки, и в 2 ниточки буду расшивать личико. Вот такого цвета я взяла мулине. Отделила 2 ниточки. Подлазила вот так вот иголочкой подальше, где не видно. Так, еще. Где у меня будет глазик? Наверное, вот здесь. И вот так вот делаю глаз. Что-то, мне кажется, низковато я. Ну ладно, сейчас посмотрим. Если не понравится, переделаю. И вот интересно, вроде одинаково каждый раз расшиваю, а лица получаются разные. Сегодня он вообще на Таисию сажену. Куколка получилась. Похоже.
Как на мой взгляд, так прям как автопортрет. Так, ну, у этой что-то как-то близко глаза посажены, получается. Наверное, точно какая-то бабушка получится. Так, бровки. Ноздри. Так, и ротик я делаю вот так. Немножечко как бы наискосок. Такую как галочку. И чуть-чуть вот здесь, вот с этой стороны, чтобы она немножко была повеселей, я вот так вот еще делаю маленький такой штришочек. Так, и вывожу вот здесь ниточку. И отрезаю. Да, немножко надо было подальше глазки. Еще все-таки немножко, наверное, потемнее нужно цвет, но у меня нету сейчас ниток других. Вот эти ниточки получше, но они у меня на работе остались, а здесь только такие. Ну ладно, что есть. Хотя можно немножко добавить черненького в серединочку. Просто черной ниткой хотя бы точечки поставить. Может быть, как-то оживится лицо. Сейчас попробую. Вот немножко, прям чуть-чуть черненького добавила, все равно как-то получше смотрится. Вот они, клешечки. А, фартук же еще я забыла. Ой, ё-моё. Думаю, ну что ж такое, что-то не то. Фартук еще. Сейчас, дорогая. Сейчас мы тебе сделаем фартук. Так, вот такой, наверное, достаточно будет. Сейчас мы его вмахрим. Так, пришьем. Здесь мы немножечко украсим. И все будет у нас окей. Так, сейчас. Так, девочки, вот я сделала фартук. Берем его просто и завязываем. Чуть присборить. Ну и вот такая вот у нас получилась девчоночка. Или бабулечка. Кто это? Да мои бабулечки тоже девчоночки, поэтому девчоночка. Вот. Вот они, красоточки мои. Так что, девочки, если кому-то понравилось, сделайте обязательно. Куколки вообще прелестные. Делается очень просто. Буду рада, если кому-то пригодилась моя вот такая вот консультация по изготовлению куколок. Всего хорошего всем.